Для этого простого и вкусного рецепта я беру 3 картофелины. Она весит 400 граммов. Картофель натираем на терке для овощей по-корейски или на крупной терке. Измельченный картофель заливаем холодной водой. И пока убираем в сторону. Затем я беру одну луковицу. Лук нарезаю мелко. Также нам понадобится одна небольшая морковь. Морковь натираю на той же терке, что и картофель. Следующий ингредиент – половина сладкого болгарского перца. Его я также порежу мелко. Разогреваю сковороду, добавляю 2-3 столовых ложки растительного масла и отправляю сюда все овощи. Овощи пассерую, помешивая. Делаю это я совсем недолго, буквально какую-то минуту, чтобы они только обмякли и приобрели характерный аппетитный аромат. Прежде чем убрать сковороду с огня, я насыпаю сюда щепотку черного молотого перца. Перемешиваю, чтобы перец раскрыл свой аромат. И вот теперь убираю с огня. Пускай овощи пока немного остынут. Я тем временем беру 3 яйца. Разбиваю их в миску. Добавляю к яйцам чайную ложку сухого базилика. И хорошо взбалтываю. Пару перьев зеленого лука я нарезаю мелко. Возвращаемся к нашей картошке. Мы ее хорошо промываем и сливаем в воду. А теперь нужно соединить все ингредиенты. Яйца выливаю в картошку. Высыпаю сюда зеленый лучок и выкладываю ароматные спассерованные овощи. Всю эту овощную композицию посолим по вкусу. Я добавляю пол чайной ложки соли. И хорошо перемешаем. Уже сейчас эта сырая масса пахнет очень аппетитно. Затем я беру противень и застилаю бумагой для выпечки. Для надежности капаю немного растительного масла и распределяю. Картофельную массу выкладываю на противень и распределяю так, чтобы она лежала равномерным слоем по поверхности противня. Вот так. Правда красиво? Подравниваем края и отправляем эту красоту выпекаться в разогретую духовку при температуре 180 градусов Цельсия или 356 градусов Фаренгейта. Пока наша вкуснятина запекается, я беру один крупный помидор и порежу его очень тонко, кружочками или полукружочками. А кусочек сыра я потру на терке. Я взяла 100 граммов сыра, но можно взять больше. От этого блюда только выиграет. Через 45 минут вынимаю картофельную вкусняшечку из духовки и выкладываю поверху нарезанный помидор. Думаю, вы согласитесь, что выглядит это
очень аппетитно. Теперь осталось посыпать это сыром и отправить допекаться в духовку. Еще 15 минут и все готово. И как же это аппетитно пахнет, не передать словами. Блюдо получается очень вкусным, сытным, при этом без муки. Готовьте так с удовольствием, если это блюдо вам понравилось. А также не забудьте подписаться на канал и нажать колокольчик. Ставьте лайк под видео и пишите ваше мнение в комментариях. А главное, я желаю вам здоровья, мирного неба, хороших новостей, удачи. Мы с вами увидимся опять в следующем вкусном видео.